Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Что произойдет до конца июля? Неожиданные события ближайшего будущего. Давайте узнаем, что там на пороге у вас стоит. И у нас сегодня два расклада в одном. Цыганский старинный пасьянс и карты Таро. И вот на цыганском старинном пасьянсе, который у меня уже очень много лет, мы узнаем, так что же там произойдет до конца месяца июля. Могут быть такие истории, к примеру, как если, допустим, по отношениям может кто-то в нашу жизнь пытаться вернуться. Может быть и та история, когда что-то не договорили друг другу, не выяснили какую-то тему, но может быть и с человеком связанная, когда, ну, проанализировал человек, может быть, решил, что нет, надо мне тут как-то переиграть, и кто-то будет тоже пытаться вернуться. Будьте реалистами, потому что если были какие-то проблемы, вряд ли проблемы сами по себе куда-то исчезли. Это такое предупреждение для всех. А еще до конца июля у нас будет период таких сильных эмоций за счет новолуния во Льве. Это 24 числа происходит. Мы можем ощущать где-то с 20 чисел. И то, что мы называем токсичными людьми, или то, что мы говорим токсичные, они, в принципе, всегда бывают, правда, в нашей жизни. Но здесь эмоции могут так более ярко рваться наружу. Поэтому, если даже кто-то бросает перчатку, не поднимайте ее. Может быть, ну, все по-разному вот такое время воспринимают. Поэтому, если даже кто-то пытается вывести на конфликт, то точно его лучше свести к нулю. У вас двойка мечей. И, кстати, это не конфликт. Обратите внимание, там, где острие, как будто перевязаны эти два меча. Это правда, это уже как идет, знаете, состояние тревоги. Может быть, это вы думаете, куда-то вы не успеете, может быть, и так. Или, может быть, это и вы думаете, что, ну, наверное, погорячился или погорячилась решение какого-то вопроса. Может быть, и не согласны в каком-то контексте. Помните, диалоги – это лучшая форма выяснить любые спорные вопросы, причем откровенные диалоги. И у вас ведь, посмотрите, вы можете думать, насколько прочен союз. Вот, кстати, карта кольца – это прочный союз. Есть какая-то история в вашей жизни, которая явно заслуживает внимания. Что же произойдет? Может быть, контакты как раз с этим человеком у вас будут. И нам ведь не говорят по поводу чего. У кого-то по работе, может быть, и придется с кем-то контактировать, а у кого-то и в личной жизни. Семья, дом, может быть, родственники далекие. Когда-то вы друг друга не поняли. И вот здесь вот, ну, нужно будет что-то проговорить. Идем дальше. Это прям какие-то судьбоносные у вас события. Выпадает крест. И если крест выпал, действительно что-то как по судьбе. Может быть, разобраться с какой-то темой окончательно. Ну, вы можете, кстати, какой-то разговор даже неприятный откладывать. Это вы так думаете, что это неприятный разговор. А я тут могу предположить, что да тут все может проще решиться, чем вы себе надумали. Ладно, давайте посмотрим до конца. Вот смотрите, да, по части денег, финансов, но я должна сказать и астрологически, для вас, на работу, на деньги, очень такой перспективный период может быть. А если мы говорим о новолунии во Льве, ведь это энергия нашей самодостаточности, это наше где-то самоутверждение и то, чего мы хотим достичь. Поэтому вопросы работы, заработков, откуда к вам, каким образом приходят деньги, в каком эквиваленте, вот это может быть все обсуждаемо, по крайней мере. Мы ведь смотрим с вами, что произойдет. Значит, будут предпосылки, будут возможности что-то проговорить, прояснить. Может быть, это вот тревога по части финансов, кстати, у кого-то банально. Но если выпадает кольцо, это уже есть какие-то помощники-союзники. Пусть это одно лицо или один какой-то человек, который вам оказывает содействие, это точно. В наше сложное время один человек – это уже очень много на самом деле. Ангел, мои дорогие близнецы, есть тот, кто к вам искренне относится и искренне желает вам добра. Смотрю, что у вас еще совпало.
В нашем старинном цыганском пасьянсе мы можем сложить по вертикали и по горизонтали крайние ряды. Вот что тут у вас еще сходится. Откровенно говоря, не вижу, чтобы что-то еще сошлось. Давайте дополним колодой Таро. С чем это связано? Какие там события на пороге у вас? Или неожиданности какие у вас на пороге? Какие вопросы вам придется улаживать, решать? Или возможности какие откроются? Пусть это будут приятные сюрпризы. Но эмоций много. Как и каких-то сомнений, так и переживаний. А по факту-то все стабильно. Опять же, про переживания, неожиданности, может быть, всегда девятка мечей – это некоторое искаженное восприятие. С другой стороны, это был какой-то минусовый опыт, разочарование. И у каждого тут по-своему. Правда, может быть и так, что вы где-то думаете, что, ну, может быть, погорячился. Или зря я что-то вот поторопилась с чем-то, с каким-то решением. Или все же эта карта больше говорит о том, что мы... И карта, кстати, сама по себе прорисована. Какой-то топчан тут, посмотрите. И вот эта тройка мечей, хоть она и называется макет сердца, как будто сам человек поставил 3 жирные точки, да, вот 3 меча воткнул в этот макет, и он вышел уже из этой комнаты. Все, его тут нет. Это то прошлое, которое уже завершилось и не имеет значения. Ну, даже если, предположим, что-то мы там в чем-то совершили оплошность или в наш адрес нам что-то не понравилось, но мы не должны состревать в этом, потому что ситуация уже не повторится, это раз. А вот у вас как раз переживание и как вот тревога или внутренняя какая-то неуверенность из-за этого. Давайте узнаем, так что же это еще? Что там за неожиданности? Нам тут про любовь. Может быть, какая-то разочаровывающая ситуация. Ну, не договорились. Или каждый настаивал в прошлом на своем, разошлись, не проговорили опять же. Какие-то очень важные темы. Не поняли друг друга правильно. Хорошо. Все же двойка кубков нам говорит о любви. Да, смотрите, колесо фортуны. Тут вы можете договориться. И пусть у кого-то это даже не про любовь. Хотя у кого-то из вас, нам тут вот прочный союз не случайно показывают, и двойка кубков это об этом. Так вот, у кого-то личная жизнь, любовь, а у кого-то вопросы работы. Вам фортуна помогает. И вы знаете, тут действительно, вот выйти из этой вот какой-то непонятной комнаты вот с этим лежаком, топчаном, нужно как можно быстрее. Всегда, когда колесо фортуны, это аркан старший, кстати. И тут нам как Вселенная помогает. И не случайно у вас выпадает ангел. Что-то нельзя упустить. И это время, оно не безгранично, не резиновое. Мы должны успеть. Ведь если мы про цикл, вот как колесо вращения, сначала колесо идет наверх, достигая пика, после идет вниз. Поэтому вот когда выпадает карта, это именно наверх. Это возможность. Ну и возможности к нам приходят. Не всегда, как мы их ждем. Поэтому может быть некоторая неуверенность. Могут быть и переживания. Получится, не получится. Но если вы поставили перед собой цель, вашего обаяния, вашей харизмы хватит достаточно с лихвой, чтобы или что-то исправить, или договориться, или для себя каких-то больше бонусов. И неважно, чего это касается. Как будто оставьте прошлое в прошлом. Идите дальше. И вас ожидает совершенно иное качество жизни, потому что это старший аркан. Может быть, у кого-то проигрывается банально. Ну, к примеру, надо срочно оставить какую-то рутинную работу и переключиться, не откладывая в долгий ящик решение конкретного вопроса. И это будет связано с тем, что вам нужно посетить, к примеру, высокие инстанции, подписать какие-то документы, может быть и так. Все-таки двойка кубков, ну так иногда о некотором соглашении может говорить. Может быть и контракт тоже, я такое, брачный контракт пересмотреть или контракт по работе. Тут самые такие разные моменты. Но, мои дорогие, тут ведь самое главное в неожиданностях, что это могут быть приятности, разрешение какой-то сложной ситуации.
или больного вопроса. Так вот, не оглядывайся назад. У тебя сейчас время устремиться вперед. Давайте мы с вами достанем еще и 3 карты, как знаки судьбы. Что нам подскажут карты, да? На что вам нужно обратить внимание? Может быть, и чего-то не упустить, я такое тоже допускаю. Каковы эти самые знаки? Ух, карта император. Вы знаете, у кого-то могут быть контакты с сильными мира сего, может быть, буквально. Но это как люди, наделенные властью, может быть, высокие чиновники. Или нам карта еще говорит, ты делай все то, что вот как предусматривает закон, порядок, какой-то регламент, может быть, и менталитет, то, что принято в обществе, где вы проживаете. Меня смотрят люди из разных стран. Мы не идем против власти. Это как знак судьбы. И это опять же старший аркан. Значит, это могут быть и какие-то сведения из самых разных учреждений. Иногда это учреждения образования даже. Или какие-то другие инстанции. И здесь вроде как фортуна для вас складывает как и благоприятную атмосферу. Вот у кого-то может быть даже чиновник банально. Иногда мы встречаем таких людей в виде официальных лиц, но они способны вникать в наше дело, где-то даже сопереживать и искренне хотят помочь. Вот и такой человек вам может встретиться, почему нет? И вроде официальное лицо, но вам он будет чем-то помогать. Или когда вы, может быть, обращаетесь, все равно за какой-то консультацией что-то у вас получается сделать. Поэтому вы как будто можете долго собираться и раздумывать, потому что вот два значения, как и мечи, я сказала, так и этот череп. Этого нет ведь в реальности, то, что нам передают карты пасьянса. И вот эти два значения, они касаются именно наших переживаний, нашего внутреннего мира, наших бесконечных каких-то мыслей, когда мы их по кругу гоняем, а толку от этого ну никакого абсолютно. Наоборот, мы только больше себя накручиваем где-то. Давайте достанем еще одну карту, как знак судьбы. Что нам тут еще расскажут? Ух ты! Тут пара какая-то может быть. Может быть, дела семейные. Где-то отчасти, может быть, и с детьми связано, а то и с внуками мы все разные, да. Но все уже император, да, и королева Пентаклей. Вы знаете, вам нужно упорядочить как-то свою жизнь. Вот если мы о знаке судьбы, королева Пентаклей– это та, которая из любого хаоса умеет создать порядок. Или по этой карте это ведь практик, человек-практик. Это тот, который сказку умеет сделать былью. И королева Пентаклей ни на кого не надеется. Она, да, она ставит перед собой какую-то цель, пусть это поначалу какая-то сумасшедшая цель, пусть это ее никто не одобряет, но она настолько уверена в собственных силах. Почему уверена? Потому что она умеет что-то доводить до конца. Вот это тоже примите во внимание, вам что-то нужно довести до конца, логического. Хотя у кого-то это вполне вероятно вопросы семьи, как я сказала, партнерские отношения, то, что мы называем. Может быть, это ваш союз. Или когда была какая-то дружба, а тут она на новый уровень выходит. Или просто нам семью именно, взаимодействие как мужа и жены тоже могут показывать, партнерские именно, да. Или это будет касаться, опять же, работы, потому что пентакли и вопросы финансов. Вот вам словно все сферы жизни нужно сложить в какой-то красивый узор. Так, чтобы и на практике это было красиво, элегантно, потому что королева Пентаклей любит, когда и комфортно, и правда, и красиво, но и где-то подкреплено благополучие вот этим материальным успехом. А император– это тот, который законник. Вот поэтому тут все для вас важно. Давайте еще одну карту достанем, как знаки судьбы. О, у кого-то страстная любовь. Мои дорогие, все-таки аркан дьявол– это как какое-то искушение, желание. И это, кстати, не есть плохо. 15-й аркан нам, знаете, о чем говорит? Что у вас достаточно будет физических сил и активности, даже если много переездов или много, ну, каких-то согласований или пунктов, да, и словно из 1000 пунктов у вас будет состоять жизнь и сплошной драйв. Скорость ведь проходит по колесо фортуны. Так вот, сил у вас хватит. С одной стороны, знаете, тут могут быть, конечно, как и в личной жизни,
даже в несколько увядшие отношения. Это карта, когда страсть вспыхивает с новой силы. И пусть для большинства из вас так оно и будет. Но карта может и подсказывать, что какая-то зависшая история может быть. Отчасти зависимые отношения, когда мы чувствуем себя, ну, словно на крючке. И тут по-разному может быть. Для кого-то из вас нужно, опять же, разобраться. Опять старший аркан у вас выпадает. С одной стороны, император – это сила желания. И закон, мы сказали. С другой стороны, есть, может быть, это как ваши какие-то, вам придется выбирать. Вот правда? Тут ведь выбор может быть таков, что по императору это то, как или по закону, по менталитету, все то, что я говорила. И то, как вы считаете правильным. А есть еще и то, что, может быть, вы бы очень просто хотели. Вот хотели и все. И не потому, что там по закону, не по закону. Есть какое-то ваше желание. Кстати, по части финансов, ведь 15-й аркан – это карта материализма. Давайте я достану еще одну карту, как карта совет, пусть она вам будет. Рыцарь кубков. Тут какие-то приятности. Здесь какие-то приятные отношения. И я могу допустить, я говорила еще об этом в самом начале, до нашего расклада, что вот как дежавю бывшие возвращаются. Может быть, есть контакты с тем человеком, с которым прежде, опять же, была какая-то история со знаком минус. А вам хочется, либо вам, либо в вашу жизнь человек приходит с таким желанием о возобновлении. Вот у кого-то возобновление отношений. Но если мы рассматриваем как карту совет, больше эта карта говорит, ты пока не загадывай на долгий период времени. Насладись каким-то моментом, вот буквально так. Не разрушь какой-то гомеостаз, по крайней мере, до конца июля. Может быть и так, но по рыцарю кубков мы тут не отказываемся, это точно. Но и в то же время пока еще не можем сказать, что мы все вопросы уладили. Может быть, правда, вне зависимости от того, какое вы решение примете, какой-то последующий период вам придется или в какие-то инстанции, согласования проводить. Что-то вот тут не упустить-то ведь все равно ж нужно, да? И позвольте себе, мои дорогие, быть добрее к самим себе. Тут ведь вас что-то радует, вот самое главное. Что-то вам тут приятно. И если мы, пусть даже 15-й аркан, у кого-то, я говорила, страстная любовь, но вот как будто этому тоже следует уделить внимание и ни в коем случае это не пропустить. У кого-то и такая подсказка. Почему нет? Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы. Я благодарю вас за то, что вы смотрите видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.